Сегодня мы с вами поговорим о селективном мутизме. Звучит, возможно, настораживающе, но в принципе речь идет о довольно распространенном явлении, о довольно известном, и пусть не часто, но и нередко встречающемся в садах и в школах. Ну, а с вами снова Лена, эксперт по детскому развитию из Израиля, магистр Тель-Авивского университета. Вы на моем канале, где мы говорим о том, как растить детей счастливыми и уверенными в себе, опираясь на науку и на мой 20-летний опыт. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши еженедельные разборы. Так что же такое селективный мутизм у детей? Представьте ситуацию, при которой воспитатель или учитель сообщает родителю, что его ребенок не разговаривает в саду или школе. От слова совсем. Вот такое общее заявление. Ваш ребенок с нами не разговаривает. Если ему что-то нужно, он указывает на это или кивает, отрицательно качает головой. В общем, общается жестами. Да и то не часто. Как так, удивитесь вы? Дома он обычным образом со всеми общается, поет, кричит, веселится. Может, вы перепутали его с другим? Спросите вы воспитателя, учителя. Да нет, это именно ваш ребенок. И речь идет не об одном дне, а о молчании на постоянной основе, неделями, месяцами, смотря когда вам решили сообщить о проблеме. Что же делать? Во-первых, успокоиться. Проблема эта известная, она не постоянная, она решаемая. Но да, ее нужно решать. А теперь к действию. Что делаем? Разведать у воспитателя, учителя, говорит ли ваш ребенок с детьми. Иногда это быстрый ответ, что да, с детьми говорит. И это тоже подтверждает, что речь идет именно о селективном мутизме. Ребенок как бы выбирает, с кем он может говорить, а с кем ну никак. А бывает, что воспитатель, учитель сами не уверены, говорит ли ваш ребенок со сверстниками, и должны понаблюдать и сообщать вам потом, есть ли общение со сверстниками и молчание только со взрослыми. А со всеми ли взрослыми, и если или есть один, с кем да, говорит. Очень поможет воспитателям, учителям, если вы снимете клип дома. Клип, в котором видно, как общается ваш ребенок, когда он раскрепощен, в среде, где чувствует себя уверенно. Заодно в клипе будет понятно, нет ли проблем с речью. Поможет лучше понять, ситуация только психологическая или же есть сложности с развитием речи. Покажите этот клип взрослым, работающим с вашим ребенком. Это поможет построить более четкий, подходящий именно вашему ребенку план действий в учебном заведении. Я очень хорошо помню, как в моей личной практике подобный клип, который показали родители, продвинул меня и воспитателей в саду в процессе помощи 3-летнему ребенку распрощаться с селективным аутизмом и вздохнуть свободно. С вашей стороны обратитесь к специалистам на тему эмоциональной терапии. Это поддержит вашего ребенка, ведь он переживает нелегкий период в психологическом плане. Получите от терапевта консультацию для себя, не только для ребенка. Знаете, основные действия на тему помощи в данной ситуации будут, конечно, происходить в саду. Но от вас ожидается окружать ребенка любовью. Если поднимаете тему его молчания в саду с ребенком, то без отрицательных эмоций, с целью поддержать. Будьте терпеливы. Возьмет время выйти из ситуации. Зависит от характера ребенка, от разнообразных качеств и умений взрослых, которые находятся в учебном заведении с вашим ребенком. Выясните, получил ли педсостав инструктаж на тему селективного аутизма и как помочь ребенку с ним справиться. Интересуйтесь, как идут дела у педсостава. Если ребенок ходит на терапию вне учебного заведения, попросите, чтобы терапевт пообщался на тему с педсоставом сада и школы. Будьте активны, но терпеливы. Дайте время людям справиться с ситуацией. И помните, проблема эта решаемая, временная, но ее надо решать. Не ждите, что пройдет само. Знайте, чем раньше вы начинаете решать проблему, тем проще ее решить, тем меньше неприятных моментов придется пережить вашему ребенку и вам. Удачи, хорошего дня! Буду рада идеям новых тем. Пересылайте мой канал всем, кому с вашей точки зрения это может быть полезно. До скорой встречи!